Ну да, спасибо, вы эксперты. Да, вы же, конечно, со мной работали. Да, меня выкинули. Ну, вам-то виднее. То, что я говорю, это все вранье. Друзья, добрый день, с вами сегодня Володя, и мы сегодня поговорим, или я вам расскажу, почему я ушел с завода Mercedes, моя причина, так как под видео, которое я делал последний раз, где я вам показывал, сколько я зарабатывал в 2012 году на заводе Mercedes, было очень много негатива и очень было много, или до сих пор пишется много мнений о том, как и почему я ушел с Мерседеса. Многие писали, что меня просто напнули и выкинули. Я говорил уже в последнем видео, что я ушел сам добровольно. Как, почем? Ну, конечно, вам виднее, вы работали со мной, вы знаете, почему меня выкинули. Из-за этого вот так вот много этих комментариев. И насчет зарплаты на Мерседесе. Я вам показывал свой апречнинг с начала года, где я начал, и один с конца года. Многие пишут, что я все вру, что это неправда. Ребята, ну ё-моё, это было в 2012 году, я зарабатывал 17 евро в час там на заводе Mercedes. В данный момент вроде бы 22 евро 60 вы там получаете. Так что, ну не знаю, и даже через ляй-фирму, потому что многие пишут, что через ляй-фирму вы больше, чем 9 евро на Мерседесе не заработаете. Ответьте мне на один вопрос. Зачем мне вам врать? Ну зачем? Что я имею от этого? Я просто вам показал видео, что можно зарабатывать и больше, чем 9 или 10 евро. Я в этом видео не понтовался, я никому не крутил пальцы, показывал и говорил, что вот я такой крутой, я зарабатывал большие бабки. Ребята, ну серьезно, имейте, пожалуйста, совесть и оставайтесь адекватными. Ну все, ладно. Я извиняюсь, что я опять вот так вот надулся. Ну, комментариев бывает много, бывает и хорошие. За хорошие спасибо. А за плохие тоже спасибо. Видите, вот так вот быстро решил все-таки сделать видео, чтобы все разъяснить. Итак, я отработал 2 года на заводе Mercedes. Работал с удовольствием, ребята. Работал через ляй-фирму. Был я на конвейере полгода. Быстро, руки работали быстрее, чем глаза. Ну, это потом, спустя 2 месяца. 2 месяца мне было тяжело, потому что надо было привыкнуть и знать, где что сидит. И вы должны так представить, идет конвейер, если у вас упал шурупик, у вас нет времени даже его поднять, вам легче взять новый и быстро его прикрутить. Потому что машины идут, а у вас всего лишь метр места, где вы работаете, потому что дальше уже стоит другой рабочий. Ну, все-таки мне как бы, ну, повезло, не повезло. Было так, что искался еще один рабочий на погрузчика, штапля-фара. И я просто поднял руку, спросил, это можно ляйщикам тоже. Мой мастер сказал, если кто из рабочих от Мерседеса никто не захочет, то можешь, почему бы нет. И на следующий день мастер подошел ко мне, спросил, ли я до сих пор хочу еще работать на погрузчике. Я, конечно, согласился. И через неделю у меня была школа. Я там отсидел, потому что на такой большой фирме у них свои законы, свои правила. Права на погрузчик у меня уже были. Я отучился типа, сдал маленький экзамен, и я потом 1,5 года работал на погрузчике. Работа классная. Тоже привыкал к ней. Первые 3 месяца я боялся телефона, потому что когда звонили и заказывали запчасти, я аж в шоке был. Спустя 3 месяца я уже, когда видел номер, я уже знал, какие им запчасти нужны. Все же, почему я ушел с этой работы, хотя она мне и нравилась. Она мне очень нравилась, я работал с удовольствием. Мы работали 2 смены, ночной у нас не было. И зарплата на то время была очень даже хорошая. И я вообще мечтал там остаться, отработать на пенсии. Так как каждый год ляйщиков перенимали на Mercedes, это ты получал фэст-фатрак, это ты потом уже работал на Mercedes, а не на ляй-фирму. Каждый год они брали там, смотря сколько они договорятся, от 200 до 300 человек. Бывало и на 150 человек. И вот пришло время, что можно было
свои вакансии ставить на это вот место, что попасть на Мерседес. И я тоже сделал свое резюме, отдал. И у меня был мастер русский, русскоговорящий немец. Ну, мы общались, и он всегда мне по плечу хлопал, говорит: Володя, ты хороший рабочий, работай дальше так. Я к нему подъехал, я говорю: так и так. Висела вывеска, что будут набирать от Мерседеса ляйщиков на долговременное место работы. Вот мое резюме, я хотел бы туда. Он: о, без проблем, пройдет, я за тебя там словечко скажу, туда-сюда, ты мой хороший рабочий, работай дальше, все будет ништяк. Теперь приходит время, нас вызывают на собеседование, я прохожу собеседование, нам сказали, мол, типа, ждите, мы вам позвоним и скажем, или вы прошли все, устраивает все, ваши документы или нет. Проходит время, 2 недели, мне звонят и говорят, что, к сожалению, мы вас не берем к себе. Я был в шоке, потому что до этого я был у своего мастера. Как звать его, я не буду говорить, потому что земля маленькая, круглая, скользкая. Я говорю: как? Я говорю: мне позвонили, и я, пролетел. Я говорю: мы с тобой разговаривали, ты обещался, что вот, я такой хороший рабочий, я не болею, ты за меня впрягешься. Кстати, взяли с нашей команды, вернее, где мы вот работали, взяли немчика, потому что в нашей команде было 4 ляйщика, это 2 русских и 2 немчика. И взяли одного немчика. И, кстати, этот немчик, часто брал больничные. И я был в шоке. Я говорю: вот как? Я говорю: вот понимаю, другого бы немчика взяли, который тоже херачил, как бешеный. Я говорю: почему его взяли? Хотя ты обещал, мастер, не взял. Он начал руками разводить, мол, типа, вот у него не получилось, он старался. Он мне по ушам ездил. Ему просто было выгодно всем по ушам ездить. И как я потом понял, эту сказку он всем рассказывал, мол, типа, да-да, ты мой хороший работник, работай дальше, все будет хорошо, ты получишь свое, когда-то мы возьмем тебя, и ты будешь у нас работать на Mercedes, мол, типа, fast track. И после вот этого вот разговора, то, что мастер меня вот так вот, как говорится, поимел, но это не исключение, это во всех фирмах так. Я просто разочаровался в нем. Он мне еще, мол, типа, говорит: да, подожди, на следующий год опять будут набирать, там, мы все сделаем. Я думаю: ну да, хорошо. Так ты и сделаешь, как в этот раз. Если ты меня один раз кинул, то тебе ничего не стоит и второй раз кинул. Может быть, у него там что-то и не получилось, но если у тебя что-то не получается, пожалуйста, будь человеком и просто скажи: Володя, я не могу ничего обещать, но я попробую. А он аж вот зуб давал, мол, типа, ты мой человек, я тебя возьму. И я начал между делом в интернете просто искать другую работу. Конечно, тоже примерно с такой зарплатой, но только чтобы не работать через ляйфирму. Потому что ребята, те, кто живут в Германии, прекрасно знают, что если попадешь в ляйфирму, это может очень долго длиться, и ты каждый день боишься потерять свою работу. Если даже у тебя где-то что-то болит, боишься пойти взять больничный, потому что тебя в любое время могут заменить, и все такое. Как я говорю, кто живет в Германии, это все прекрасно знает. И я нашел фирму, где я написал свой Bewerbung, сдал свое резюме. Меня вызвали на собеседование, я прошел собеседование хорошо, и мне предложили там работу. Я уже когда ехал домой, мне позвонили, мол, типа, сказали, что через 2 недели можешь у нас начинать. Пожалуйста, в ближайшие 2 дня дайте свой ответ, да или нет. Если нет, то мы будем звонить другим работникам. Я на следующий день, конечно, пошел к своему мастеру, я говорю: так и так, у меня с тобой разговор. Потому что уходить я с Мерседеса не хотел, я серьезно хотел там работать до пенсии. Работа, потому что была не пыльная, ребята. Серьезно, там хорошая работа у меня была, ездить
погрузчики, и у меня время было уйма. Ну, подошел я к мастеру, я говорю, так и так, у меня есть с тобой разговор, можем пойти к тебе в бюро, потому что я хочу поговорить с глазом на глаз. Ну, и я теперь ему опять говорю, слушай, какие шансы у меня остаться здесь на Мерседесе до пенсии? Он мне типа говорит, у тебя 60/40. Я сперва говорю, как 60/40? Но он говорит, что 60% нет, 40% что да, когда-нибудь ты получишь фаст-трак и будешь работать на Мерседес. И вот эти вот 60/40 меня подвинули на то, что сказать на той работе, где я проходил собеседование, да, и я говорю мастеру, мол, типа, так и так, завтрашнего дня я не выхожу на работу, так как у меня еще есть отпуск, и через 2 недели я начинаю работать на другую фирму. Он был в шоке, он, мол, типа, как это, где можно еще лучше работать, чем на Мерседесе. Я говорю, да, есть фирмы, где я могу зарабатывать примерно такие же деньги, и у меня есть гарантия, что меня завтра, послезавтра не выкинут, и не надо бояться, типа, что постоянная работа. Так. Ну и вот, это был мой уход с Мерседеса завода, и я встречал после этого еще моих коллег, которые до сих пор еще работают на Мерседесе, и меня часто спрашивают, или я не пожалел, что ушел с Мерседеса. И я всегда говорю, что да, это был правильный выбор. Я уже на Мерседесе не работаю около 6 лет, и я еще ни разу не пожалел, что я ушел с завода Мерседес. Я себя чувствую намного лучше, у меня все хорошо, и все. Так что иногда нужно, ребята, брать себя в руки и говорить, чего ты хочешь. Просто после того, как меня, как раз получается, в кавычках кинули, когда мне говорили, мол, типа, ты мой чувак, я тебя возьму, не переживай, и потом вот такое, что, мол, типа, о, извини, не получилось. Я почему-то к этому отношусь очень болезненно. Я вот не люблю, когда меня разочаровывают, и потом этому человеку опять доверяться и верить, а он твой мастер, и с ним тебе работать, и как-то, я не знаю. Вот так вот я ушел с Мерседеса. Никто меня не выкидывал. Работал я хорошо. Я так считаю. Все были довольны. Коллеги все были в шоке, когда я сказал, что я ухожу. Коллеги даже все скинулись, купили мне на память куртку от Мерседеса, потом кофту, футболку и кепку. И в последний день они мне это все вручили, сказали, Вован, спасибо, что ты с нами работал 2 года, все было прекрасно. Кстати, я поехал тоже на фирму, положил им кюндигунг на стол. Они тоже были в шоке, мол, типа, от нас еще добровольно никто не уходил, особенно с Мерседеса, мол, типа, все рвутся, а вы тут пишете кюндигунг. Я говорю, ну, есть и получше работы, и которые платят тоже хорошо. Вот, ребята. Так что надеюсь, тем людям, которые вот писали и говорили, что меня напнули, я все четко разложил. И, конечно, вы будете сейчас опять под видео писать, что я все вру, придумал какую-то сказку, но это на ваше усмотрение. Не вру я, ребята, честное слово. Рассказал как есть. Имена я специально не говорю. Кстати, потом я разговаривал с одним коллега, который работает у меня сейчас тоже на фирме, он работал на Мерседесе, и мы начали разговор за Мерседес, потому что старое время, как вот это все вот вспоминаешь, и потом мы что-то за мастера разговорились, и он говорит, ну, у меня такой-такой-то был, тоже, говорит, такой скользкий стиль. Я говорю, как? Вот, я говорю, именно вот так его звали? Он говорит, да. Я говорю, у меня тоже он самый был. Он мне еще... Кстати, с тем, которым мы разговаривали, это поляк. Он говорит, ну он еще вроде бы русак был. Я говорю, да, это русак был. Он говорит, ну скользкий тип, тоже всегда проблемы у него были с ним. Ну значит, такие люди есть. Ну, его тоже можно понять, мастера. Мастер должен всех гладить и говорить, ты хороший, ты мой любимый рабочий, давай, работай, чтобы как-то мотивировать своего рабочего. Потому что если не будешь мотивировать рабочего, не будешь ему лапшу на уши вешать, он не будет работать. Вот так вот в Германии. Ребята, надеюсь, вам видео понравилось. Это вот мой жизненный опыт.
работы на Мерседесе. Была неплохая работа, это был мой отрезок из жизни. Я там провел с удовольствием 2 года. У меня там были, я не скажу, что товарищи, но были хорошие коллеги, потому что даже с моим хорошим русским коллегой Валера, вот его на имя я не боюсь сказать, потому что с ним я работал с удовольствием. К сожалению, после того, как я ушел с Мерседеса, у нас контакт прекратился, потому что мы общались только на работе, а в свободное время мы даже не встречались, просто вот так вот. Значит, не судьба. Ну все же, Валера, если ты смотришь это видео, да, привет. Кстати, все, ребята, мы закругляемся. С вами был Володя. Ставим лайки, подписка и пишем свои комментарии, сколько усилий вам стоило, например, уйти с работы, если вы уходили с работы. Я знаю, это тяжелое решение, но когда-то его надо принимать, потому что мне один хороший человек сказал: Володя, если ты утром встаешь перед работой и не можешь смотреть в зеркало себе в глаза, то тебе надо уходить с работы. Вот. Ну, когда-то у тебя семья и есть приоритеты, да, семья, там уже по-другому смотришь. Но когда молодой я следовал этому совету. Если я перед работой встаю и смотрю в зеркало и не могу смотреть себе в глаза, значит, надо уходить с работы. Все, ребята, лайки, подписка, комментарии. С вами был Володя. Мерседес рулит.